Так, что, ребятки, всем привет. Как говорится, всех с пятницей. Так, сегодня пятница же? Да, сегодня пятница. И мы продолжаем прохождение игры SnowRunner. Немного запоздал. Так, введу в курс дела, так сказать. Все-таки решил купить кран. Самый настоящий, полноценный, большой. Большой кран. Так, и сегодня мы выполняем задачи с грузоподъемностью всяческих мелочей. Так. И давайте сразу же обрисуем план действий. План действий на сегодня. Обрисуем наш план действий на сегодня. Задача. Так. Это не подходит. Так, трансляция идет. Звук. Звук, раз, два. Звук пишется. Дальше. Ремонт грузовика. Пока не подходит. Будем, в общем, так сказать, по мере поступления задач все делать. Так, ремонт грузовика с помощью крана. Рекомендуется грузовик с краном. Бетонная плита. Так, ну вот, собственно говоря, наше, наверное, первое задание. Хотя, секундочку. Быть может, что-то еще есть. На 3500. На 3500 доставить бочки с топливом. Вопрос только, где эти бочки с топливом? Friends Let's Play. Привет. Тимур Корпорейшн. Привет. Спасибо, что заглянули, друзья. Так, что касается вот этого задания, я таки не понял. А где оно? Это еще задание утерянные мешки, кстати. За утерянные мешки. О, кстати, тоже требуется кран. Ну давайте, в общем, попробуем утерянные мешки взять. Доставить дому Тима цемент. Цемент. А где я должен достать цемент? Может быть, здесь есть цемент? Станции обслуживания нет. Так, а что на БРО есть? За рекой. Это вездеход. Бочки с топливом. Доставить на АЗС бочки с топливом. Блин, так алло. А где эти... Я на том стриме пытался их найти, но так и не нашел. Так, ладно, похоже, не сейчас. Похоже, у нас будет задание утерянные мешки. Цемент. Цемент. Доставить дому цемент. Или же все-таки мощный фундамент. Ну, anyway. Короче, тут так и так ехать одинаково. Примерно одинаково. Посмотрим. Я хочу испытать его в деле. Нашу огромную красную стрелу. Так, хочу еще... Так, а где? Вот ты.
Хочу еще взять с собой грузовичок вот этот. Так, модули кузова. Платформа. Так, и я еще... колесики поставлю. Так, а что у меня? Где мои колеса? Не понял. Вездеходный. Так, стоп. А, я ж подвеску другую поставил, да? Да, этот настройками баловался. Так, и вот наша шина. Что происходит, я не понял. Установить. Окей. Так, это будет в качестве кузова. Так, секунду. Есть гараж. Так, а это будет в качестве крана. Вот такая задумка. Посмотрим, как это все сработает. Но с Пентайрси у меня это работало. Ну, понеслась. Так, а побыстрее, похоже, мы не поедем, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Ах, надо разобраться, что, блин, где мне взять это топливо. Как-то маловато текст заданий. Доставить бочки. Где он их разлил? Где их искать? Непонятно. Посмотрим, как моя конструкция будет справляться в деле. Ну, за кран я уверен. А вот за проходимость... Так, давайте рисковать я не буду. А просто объеду открыть. Прекрасный дождевой грибной дождь пошел.
Как интересно тут. Кстати. Так, я боялся за это место, но проехать можно. Потому что я здесь проезжал на скауте. Ай-яй-ай. Так. В смысле? Так, не дышим. Не дышим. Что ж такое-то, а? Что за место такое проклятое? И на скауте я, собственно говоря, пересесть. На скауте я перевернулся. Я думал, кран будет поустойчивее. Так, окей, а как... Блин. Устроенный наклон-то такой детский. На ползущий, что ли, проходить? Ага. В веревочку уперся. Блин, зачем делать такое неудобное место? Супер неудобно, как повезу. Груз. Да что такое, а? Духотища. Понеслась. Best Basketball. Салютики. Кэтрин Мук, привет. Ну алло. Пожалуйста. Да ё-моё. Не дышать. Погнали. Супер странную конструкцию я придумал, но, как мне кажется, это будет интересно. Что такое? Какие-то у нас проблемы с проходимостью возникли, я не понял. Так, что такое-то, а?
Так, надеюсь, я не зря еду. И эти мешки находятся именно там. Иначе будет супер печалька. Ой-ой-ой, тащит. Тащит, тащит. Видимо, тут прошла сель. Грязюка такая. Графон топовый. Ну, для симуляторов. Так это симулятор. Смысл какой? Перевези грузы из точки А в точку Б. Ну, так сказать, предыстория такая. В Мичигане, так сказать, прошел дикий ливень, дождь, и все смыло к херам. И, в общем-то, сейчас нужно восстановить всю эту деятельность, так сказать, восстановить мосты, наладить сообщения между городами, ну, между поселениями, доставить груз в одно место до другого, собственно говоря. Эй, Банплей, привет. Так, это здесь? Да, это здесь. Какой неприятный заезд. Может быть, как-то правее? Банплей, чем ты обижен? Да, тут хорошее место для проезда. Ну, давай, давай. Что такое? Угу. Просто гашечку надо в пол нажать посильнее. Понесла. Так, задача, наверное, здесь, да, у нас? О, прицеп обнаружен. Так, поручение, утерянные мешки, принять. Так, отлично. Теперь где мне искать эти... Вон они где. Серьезно? Рофл такой что? Так, ну окей. Ну, ладно. Наверное, все-таки зря я взял такой большой кран, но... Блин, а хоть что было интересно. Я думал, это будет какой-то вызов, надо что-то типа вытаскивать кран, поднимать. Видео у тебя загружается 3 часа. Я хз, а сколько она весит у тебя? Так тут целая палета. Блин, а как я тут... Охренеть. Не, ну это прикольно, конечно, но как я тут стрелой-то со своей... Я ж тут не помещусь. Блин. Ну, сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Ставим нашу телегу. Телегу здесь.
Так, я подрублю, короче, день, чтобы было видно, что происходит, а то ни хрена уже не видно. Ну, давайте, утренний час пусть будет. Так. Стрела. Стрела. Обязательно опоры. Так, ну окей, посмотрим, как он будет справляться. Если задрать стрелу высоко очень, то в принципе я даже помещусь. Но это не точно. А нет, смотрите-ка. Эть, сквозь деревья. Ну неплохо, неплохо. Блин, только вид такой шакальный опять, а. Так. Пробельчик нажимаем. И поднимаем. Так, я взял ее, нет? Не понимаю. А, вот, зацепил, кажется. Так, кажется, идет. Вот. Так. А, вот так вот можно. Да, это кайф. Зеросина Лайт, спасибо, дружище. Блин, это шикарно. Ать, погрузили. Найс. Так, как тут... Отлично. Так, теперь присядем. Упаковать груз. Ну все. По красоте. Так, а куда нам нужно увезти? Так, утерян мешки. Доставить к дому Тима. Дом Тима здесь. Ну окей. Так, я тогда съезжу за следующим грузом. Здесь. И уже потом обратно к дому Тима вернемся. Блин, это круто. Кстати, с помощью крана. Такая прямо настоящая работенка, знаете. Можно было бы прихерачить к крану прицеп какой-нибудь, чтобы было попроще ехать, но... Просто у грузовичка есть, так сказать, свой движок, который может помочь мне, если что, вытащить из тяжелого положения. Хотя банплейн вроде ролики по минут 10 выходит. Что не так у тебя весит так много? Ну, почему вес такой большой у них? Или, быть может, просто скорость маленькая у тебя загрузка? Скорость, так сказать, соединения. Ай-я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 й. Вот. Еще и может подтолкнуть машинка, кстати. Так. Пожалуй, отцепим. Зря я заехал с этой стороны, наверное. Ладно, хер с ним. Заехал и заехал, как говорится.
самое главное, процесс управления, это просто божественно. Но вот управление камерой... Так, что у меня там происходит с моим грузовиком, я не понял. Ё-моё, я ж опоры не выдвинул. Идиот. Кстати, я могу сейчас перевернуться. Блин. Жизнь неудобно, а. Нет, так нельзя делать. Так определенно очень плохо. Сейчас все-таки я поставлю в нормальное положение наш аппарат. Стас, спасибо, дружище. Ё-моё. Похоже, я засадил его. Да, засадил. А я могу двигать? Могу двигать. Так, сейчас зароется, да? В эти зыбучие пески. Не зря, все-таки не зря я взял грузовичок второй прицепом. Так, ладно, оставим так. Оставим так, окей? Так, сейчас главное самое выдвинуть опоры. Все. Сейчас все будет. Сейчас все будет easy. А что, с английского очень просто? Не, ну как же это великолепно. Еще бы они сделали бы какую-нибудь хотя бы пунктирную линию под грузом, чтобы видно было, куда, где, так сказать, находится груз сам, чтобы ориентироваться. То с этой камерой супер тяжело ориентироваться. Так, заходит, кажется. Да? Нет. Слегонца не попал. Да что такое? Илья. Привет, спасибо. Спасибо, что не забываешь, дружище. Так, ну, по-моему, идеально получилось сейчас.
как говорится, лучше не придумаешь пересесть. Да, тебе нужно одного саба до 180, я понял. Эх. Так, смысл спаковать, паковать. А, все. Четненько, четненько все. Сейчас лишь бы не застрять. Все будет у тебя. И 180, и 200, и 300. 1000. Теперь тем же макаром тихонечко назад. Блин, как она перевешивает все-таки эта стрела. Найс. Блин, все-таки крутой экран. Так, теперь лишь бы тот у нас грузовичок выехал. Эй, я его засадил, что ли? Похоже, он утоп с этим грузом. Блин. Но не страшно, у нас же есть монстр, который сможет достать его. Так как его прицепить сзади, наверное? Почему? Так, в чем проблема? Во. Давай. Ну же. Ну помоги мне. Нет. Я этот засадил. Какая коварная жижа, да? Это боль. Он пытается? А если... выдвинуть опоры? Нет. Он взрываться начинает. Капец. Так. Ё-моё, я-то тоже застрял.
Чем-то конкретно застрял. Ах, ё-моё, же это не... Так, только не на пониженной. Секундочку. Уже есть дифференциал. Ну окей, а если вперед? Какая духота, ну серьезно, как так-то, а? Так, сейчас посмотрю, кто кого подтянет. Ужас. Так, ну у меня, блин, планов, вариантов нет. Вариантов нет. Блин. О, привет, PUBG. Да, конечно, попробуй эту площадку. Может быть, на Твиче будет хороший месяц. Блин, что происходит? Не вытащите его. Так, назад что ли попробовать? Тут бы мне пригодился дифференциал бы еще, конечно. Вот, кстати, назад едет, а если... так. Сейчас я попробую сцепление увеличить. Так. Ну, может быть, это поможет. Кстати, ты смотри, что делается. Он прямо едет. Но его сносит. Но он едет. Так, сейчас выровняем колесики. Да едь ты прямо, ну что такое, а? Так, окей. Блин.
Засада какая. Фух. Так, что делать-то? Как его достать? О! Ну давай, не подведи меня, пожалуйста, старичок. Так, сейчас я лебедку отпущу, чтобы не зарыться. Сейчас все будет, ребятки. Понеслась. Как говорится, упорство и труд все перетрут. Сейчас по-быстрому развернемся. Так, отличненько. И теперь можно спокойно ехать к дому. К дому. Как его там? Утерянные мешки. К дому Тима. О, Бамплей, салют. Ты снова здесь, а я как раз, как видишь, вытащил грузовичок с нашим грузом. Кажется, жизнь налаживается. Интересные дела. 40 минут уже миссию выполняю. И мне не хватает дифференциала на этом грузовичке. Где мой дифференциал? Короче, по поводу бочек, может, надо просто задание принять. Как раз я увижу, где эти бочки валяются. Да. Короче, следующее задание будет бочки. Они явно где-то на берегу. Найс. Короче, найс. Так, и я так предполагаю, нужно их выгрузить. Разгружать я буду, наверное, так. Не буду маяться, а просто разгружу по красоте. Дальше. Так, одна у нас здесь позиция, и вторая у нас на склоне. На склоне. Капец.
Эть, чей-то казанчик уронил. Ну, вернее, казанчик Тима, прости. Дружище Тим. Наверное, ты в нем готовил отменный плов. Так, ну что, тем же макаром, тихонечко, аккуратненько. Эть, дерево, ну что такое, а? За него зароюсь. Ой-ой-ой-ой, только не вздумай зарываться, а. Я тебя умоляю. Может, дождь пошел, из-за этого стало влажно и неприятно ехать. Кстати, как будто бы скорость течения потока увеличилась. Или мне кажется? Не, ну это рофл. У нас уже 47 литров осталось. Топляка. Это не круто. Так, может попробовать сначала сверху достать? Да, попробуй сверху сначала достать, а потом уже внизу зацепим. Так, интересно. Пробуем немножечко правее. Ух. Так, выдвинуть опоры. Угу. Какая прелесть. Идеально. Пересядь, ну что такое? Так, а тут, кстати, 105 литров. Может быть, даже получится перелить. Так, упаковать груз. Лишь бы не перевернуть.
Короче, моя схема работает, гайс. Правда, тут можно было и обойти без огромного крана. Так, здесь, наверное, поставлю. Так, секундочку. Распаковать. Ну, это все ради вас. Все ради интересного стрима. Интересного, так сказать, видео. Прямо как настоящий. Ну, как настоящий кран. Ведет себя, поведение его физика. Воистину, это просто потрясающе. Так, мы не переворачиваемся? Нет. Так, блин, как же неудобно все-таки. Да. Камера тут, короче, такая себе. Самая ужасная камера. Хотя в Спинтайрсе была еще хуже. Признаюсь вам честно, ребятки. О, боже мой, как неудобно смотреть. Никакого позиционирования. Все, так сказать, на ощупь. Ну, как-то так. Пересесть. Я надеюсь, он сейчас упакуется. Да. Мы это сделали, гайс. Давайте немножко заправим. Заправить. Источник. Нет. Так, источник White West. Нет. Стоп, источник. Да. Заправить, залить. Залить. В смысле? Тут теперь пусто? Алло. Интересно. Так, а я смогу? Если на нейтралку поставлю, в принципе, наверное, он поедет даже. Хотя можно было и на нем доехать. Нет, он бы не пересек реку стопудово. Так, ну давай попробуем. Давай, иди к папочке. Блин, надо, короче, еще где-то бак найти. С собой таскать. То вся эта моя схема слишком много жрает топлива. Почти 500 литров ушло. Топляка. О, Батя Геймс, привет. Спасибо, что заглянул. Ё-моё, меня тащит, кажется.
Так, в смысле? Не понял. Не, реально сносит течением. Вообще зло. Я же говорил, течение усилилось, оно реально усилилось, жестко. Так, я надеюсь, наш груз не несет. Так вот, я как раз таки пытаюсь... Блин, груз сносит. Плохо, что я топливо слил все с грузовика. Так, окей, ладно, лебедку попробуем подтянуть. Ну уже. Давай. Нет, не хочу здесь застревать. Так, я еще раз тогда подтяну его. Может затащиться. Надо еще хотя бы его на полкорпуса затянуть сюда, чтобы его не смыло. Хотя, может быть, не смоет. Ну-ка. Вроде не смывает. Так, я смогу выехать так, без груза? Нет. Секундочку, у меня же есть лебедочка. Животворящая лебедка. Ой-ой-ой-ой, какую яму я тут сделал. Так, ну окей. Затаил дыхание. Так, окей, погнали. Давай, ну, греби! Что такое? Окей, ладно. Так, где же взять... Так, слишком далеко, наверное, уехал. Ну а вдруг? Нет. Слишком далеко. Блин, целая спецоперация. Хотя надо было всего лишь топливо ему привезти, но мне же лень. Так. Достанет? Нет. О. Попробуем так. Давай. Давай, Форест. Жми. Жми.
Ё-моё, 60 литров осталось. И мы не едем. Я сейчас кнопку F просто вдавлю, блин, сквозь клавиатуру. Я засадил. Хотя нет, вроде шевелится. Признает. Показывает признаки жизни, так сказать. Нет, я не засадил. Благо тут есть бревна под колесами. Интересно, вам что-то видно? Какая темень адская. Нет, не хватает. Да ё-моё. О. Чё, Кропаль? Так что? Так куда ты? Зацепись. О. Так, на пониженный. На пониженный почему-то передние колеса перестают гребсти. Так, ладно, опять придется подрубать лебедочку. Блин, прям духота. Я думал, будет проще. Ах, он застрял. В деревьях, похоже. Так, может быть здесь? Берег потверже будет. Отлично. Зацеп есть. Кстати, тут дорога есть. Давай, 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 дружище. Не похери главный груз. Тяни. Да. Похоже, мы справились. Бенза осталось просто на донышке. Одни испарения, можно сказать. Все, мы вытащили Батян. Батян мы вытащили. Поздравляю. 10 уровень, спасибо. 2900. Так, ну что ж, отличненько. Теперь тпхаемся на базу. И к следующей задаче. Следующая задача. Задача будет у нас с бочками. 4. Ой, нет, извините. Найс. Да, Спинтайрс и Медранер уже, ну, такой себе. Супер неинтересно. А вот Сноураннер это... Фу! Прямо мурашки по коже. Ну, пока от этой игры. Тут, так сказать, есть чем заняться. Реально есть чем заняться. Спинтайрс я просто возил
Просто возил кругляк из одного места в другое. И больше ничего. Ну, меня хватало, может быть, ну, на 3 часа максимум. Ну, может, на 3, на 4 покатать. Так, что касается тюнинга, быть может, что-то я смогу поставить. Раз 10 левел открылся. Коробка передач. Нет, подвеска стоит. Шинки у нас такие. Шинки на столбовые стоят. Вот лебедку, быть может, поставить. Комбийная лебедка с удлиненным тросом. Трос, конечно, не такой длинный, как у скаута, но на бездорожье очень пригодится. Один с косарей, блин, так жалко. Так, хотя это очень полезная штука. Очень полезная. Да, тут прогрессия есть, развитие, плюс модификации разные, что уже, ну, прям супер-супер. Запасное колесо выглядит отлично. Полный привод. Так, стоит. Модули кузова не меняют. Что касается украшательств. Ничего, здесь у нас стоят бампера. О, толстенная труба. О, вот это вообще просто офигенски смотрится. Как из Mad Max. Бампер как из Mad Max. Поэтому тратить я не... Так, нет. Так, о, что за прелесть. Что за труба. Просто труба. Реально, вот это реально как из Mad Max. Брутально и хардкор. Так, а что у нас? Такая и такая. Ладно. По дискам у нас тут без изменений, да? Такие можно. Но вот мне кажется, вот эти вот прямо идеально подходят. Может, по кузову краску какую-нибудь. Хотя красная, она идеально вписывается. Подходит к крану. Да, пусть будет красненькая. Так, и все-таки я где? Так, тюнинг. Так, что-то я отсюда убрал. Полный привод. Я его отсюда убирал. Надо... Стоп. О. Полный привод установлю сюда. И все. Так, окей. Продолжаем. Таким же макаром. Хотят... О, красиво. Хотя духота такая с этим краном, возня. Но все-таки интересно. Потные мучения крановщика, а? Так, может все-таки дифференциал? Нет, надо искать его где-то. Может Нет. Шины, быть может. Цепями было бы вообще идеально. Так, мне стоят 47. Так, я все-таки, наверное, возьму лебедку. Да. Увеличу наши шансы на выживаемость. Так, ну что у нас? Следующая цель это опасное происшествие. Опасное происшествие. Так, окей. Вот. Супер непонятно. Опасное происшествие. Доставить на АЗС. Где задание взять? Рекомендуется грузовик с краном. Где? Тут понятно, было задание. Где здесь задание? Бочки с топливом. Весь город сошел с ума. Шофер умудрился утопить целую партию топлива. Я его, конечно, сразу уволил, но бочки все еще в реке. Ага. Бочки все еще в реке, но где? Где эти бочки?
Вижу рыбака. Вижу грузовик. Кстати, грузовик надо достать. Нету задания. Так, ладно, я сейчас подъеду. Быть может, все-таки... Быть может, оно возьмется. Но это не точно. Ну, если он не возьмется, буду другое задание выполнять, которое с плитой бетон. Ай. Так, ну. Так, АЗС. АЗС. И... Так, ну. Так, это топляк. Так, тут обозначено место выгрузки. Но где взять задачу? Супер непонятно. Так, окей. Сейчас попробуем пересесть. Возможно, требуется другая комплектация. Сейчас манипулятор присобачим. Так. Остановить. Двигатель. Ставим такой. Пока что. Коробка передач, подвеска высокая, шины грузоподъемные. Можно поставить внедорожник. Вау. Было бы вообще огонь. Ладно, прикинь гараж. Попробуем с такой модификацией. Не загорается. Что за бред? Какая-то тут подвеска лебезная. Вид стара. Хотя, быть может, задание там в другом месте находится. А, гайс? То есть в другой локации? Управление грузом. Так. Так. Нет. И тогда непонятно, где взять это задание. Опасное происшествие. Интересно. Может, оно где-нибудь здесь? В островном озере? Или быть оно, может быть, на острове Драмон находится?
Либо, может быть, мне их нужно перевести с буровой площадки. Доставьте на АЗС бочки с топливом. Ну ладно. В любом случае, погнали выполнять задачу «Мощный фундамент». Мощный фундамент. Это более интуитивно. Тут нужно бетонную плиту зацепить. 3 косаря. Бетонная плита. Ё-моё, сколько мне придется ехать. Так. Короче, можно либо подняться кверху, проехать здесь. Здесь такая духота. Либо все объехать. Ну вот. Погнали. Тпхнемся на базу. Бетонную плиту. Так, мы... Так, кран снять. Давай, дружище. Тем же макаром поедем. Не спеша. Мы же никуда не торопимся, ребятки, да? Просто получаем удовольствие от сеттинга. Уже рассвет. Блин, наверное, кран все-таки потребуется мне где-нибудь на Аляске, где надо реально что-то тащить, вытаскивать. Здесь пока что в этом районе Смитлской дамбы и небольшой, и средний кран, так сказать, сгодился бы нам. Так, ну-ка, как он справится? Достойно ли он выйдет из этой ситуации? Да, без проблем. Лишь бы не перевернуться. О, Dandy Play Production. Привет, дружище. Привет, привет. Спасибо, что заглянул. Спасибо, что уделил время.
Не, кран, конечно, исполнен божественно. Мне нравится. Кран. Кран. Ну, давай. Коробка долго переключается. Тяжко. О, спасибо за отлично подобранные слова. Не, игра реально просто такая. Просто на расслабончике. Она, кстати, эта игрушка продалась в 1 000 000 копий. Ну, первый, так сказать, месяц продаж ее. Да что такое-то? Что за невидимая дыра? Которая свела меня с ума. Так. Ну давай, жми. Давай, папа Джо. Жми, газюлю. Привет, Раймон Геймплей. Я тут по-прежнему, как видишь, занимаюсь божественными грузоперевозками. Да, тружусь потихоньку. Ведь вместо крови у нас залито чистое дистопливо. Так, сколько нам еще ехать? Так, небольшой спуск, поворот вокруг болота, и будет у нас неизвестная дорога. Так, я тут не ездил, кстати.
Чистая грязь. Чистый хардкор. Так, ну-ка. Покажи мощь ребятам. Старичок справляется просто на отличника. Грузовик года 80-го или 70-го. Как новенький. Не ржавчина. Мотор не дымит, не пыхтит, не пинается. Идеально. Рекомендую, как говорится. Так, ты там едешь? Ты едешь. Куда он денется? С цветами они хорошо поработают. С цветами грязи. Прямо идеальный оттенок. Так, немножко меня, короче, кран деформировало. Так, когда успел? Противовес. Лёва 259. Привет, дружище. Заскучал, решил зайти на стрим. Спасибо. Спасибо, дружище. Рассказывай, как там дела-то у тебя. Так, ну налево, ой, направо. Чуть не проехал. Ай. Так, ну сегодня я идеально справляюсь. Похорон не будет. Похоже. Скоро новая рубрика. Как называется? Давай, старичок, покажи класс. Блин, почему идет дождь, а? Когда я выезжаю на дело, все время идет дождь. Он реально, по-моему, влияет. То есть грязюка становится такая вязкая, липкая. Я надеюсь, это не заболоченное место, дорога. Потому что у меня бензин опять заканчивается. Очень резко. Почти 150 литров сожрал. А, собака. Будешь троллить CSGO? Или ребят, которые играют в CSGO? Так, как неприятно здесь, а? Ладно. Ну, давай посмотрим, конечно. Сегодня у нас 22-е. Осталось недолго. Блин, этот склон неприятный. Ай, я тебя прошу, только не падай. Только не падай. Ай, ай. Ой.
Ужас, прямо ужас, склон какой неприятный. Давай, давай, кумекать с названием. Хайповым. Так, ну что, там долго еще и нам ехать? Алло. Смотрим. А, ну уже приехали. Уже приехали. Нет, я тебя прошу. Только не застревай. Кто так любезно тут раскидал бревна. Спасибо. Так, это не застрял. Видишь? Так, ну я, короче, не был. Ну что ж, задание, поручение. Жизнь отшельника налаживается. Теперь он хочет построить дом у черта на рогах и заказал бетон для фундамента. Получится организовать доставку? Эх, получится. Так, и где? Где это? Я охренею, если она придется обратно ехать. Не вижу, где. Стоп. Не понял. Еще раз. Поручение. А, блять, идиот. Мне же нужно... О, боже мой. Вот же она, бетонная плита. Стоп, ее тут не было, кстати. Мне можно просто было на складе ее зацепить. Ну, эх. Стоп. Хотя нет, тут нужен кран, типа. Это странное задание. Типа, рекомендуется грузовик с кран. Зачем кран? Если можно ее было на складе взять. Да, ну такое, конечно, задание непонятно. Ладно. Придется ехать обратно. Чёртов отшельник, блин, подставил меня своей плитой, блин. Эх, пересесть. Чертов отшельник, враг и волшебник, а не как там, маг и волшебник. Тяжек мой путь. Пам-пам-пам-парам. Пересесть. Давай. Реально, путь мой тяжек. Прямо супер тяжек. Интересно, Флитстар сможет добраться без этого крана потом до этого домика отшельника? Пробуем. Мне неохота потом тащить обе единицы техники до дома отшельника.
Думаю, справится. Хотя тут есть такой участок. Но опять же есть и елочки, которые смогут вычитаться. Вот тут вот с подковырка участок. Я проеду, наверное, на пониженный. Хотя... Тише, тише, тут уже можно объехать. Все куда-то лезу. Балбес. Вот и все. Застрял почему-то. Давай, едь. Да блин, дерево. Что у тебя? Че, неужели две огромные машины не смогли сломать это маленькое деревце? Не верю, как говорит Станиславский. Хотя Фридстар... Ну, посмотрим. Тут еще подъем неприятный для Фридстара будет. А в целом должен, наверное, справиться. У него есть козырь, и дифференциал, и полный привод, и шин внедорожник. Так что аппарат-то боевой. Так, мы правильно едем? Ощущение, что мы проехали. Нет, выезд на крике немножко задача. Так, не падать. Не падать. Блин, дождь, алло. Когда-нибудь закончишься или нет? Так, есть проезд между елок? Не вижу. О, кстати, какой-то прицеп стоит. А, тоже задание. Так, а вот и наши плиты. Наши большие мясистые плиты. Так. Так. Ну что ж. Займемся работой. Выдвинуть опоры. Есть выдвинуть опоры. Так, кран. Есть кран. Шикарно. Стоп, нужно камеру. Где полоса эта? О,
Ну что, поднимаем? Легко, легко идет. Так, разворачивайся, разворачивайся. Медленно, но, ой, но эффективно. Так, так. Так, по-моему, идеально. Вообще четенько, а? Красота. Так, ну что, справится, не справится? Сможете он довести, блин, от... Так, секундочку. Упаковать груз. Здесь выгружать не придется с помощью крана. Подрубим сразу полный привод. И не спеша, не спеша. Да блин, должен справиться. Не? Так, можно... Мы тут проедем. Аккуратненько. Thank you. Ну давай, покажи свою природную силу. Греби. Если зароется, кран придет на помощь. Не страшно. Есть же дифференциал тут еще. Божественный дифференциал. Тяжеловато, кстати, ему дается. Не переворачивайся, тебя умоляю. И, кстати, маленький грузик тоже прикольный. Едет тихонечко, подпердывает. Компактненький такой. Тоже, так сказать, свой шарм у него есть. Свое, так сказать, изящество. Нет. Мне аж булки сжались. Нормально, нормально идет. Уверен. Так, небольшой подъем. Первое испытание. Так. И он справляется. Ну, практически справились. Да, идеально. Ну и все. Дальше изи. Можно даже вид с кабины подрубить. Так, а дальше после этого задания, думаю, на болот надо съездить. Там грузовик какой-то торчит. Достать его нужно. Пытаться. Когда можно будет флит старый продать и заменить его на новенький грузовичок. Так, что это тут? Придумал встать?
Да брось ты. Давай. Ну же. Ну же. Это же просто. Как конфетка, а? Барахтается. Фу, тут уже такая жишка прям неприятная для Фристара. Так, ну-ка. Ты зарылся, что ли? Все? Не вздумай, я тебя умоляю. Так, ладно. Ползу еще. Так, а тут уже ему тяжеловато. Тяжеловато. Эх. Так. Окей, ускоримся. Без проблем. Легко. Ну уже легко, я же сказал легко. Разве меня не слышно? Ебой. Так, ну что ж, старик Нортон, получай свои плиты. 3 касса. Отличненько. Отличненько. Так, что у нас еще осталось? Опасное происшествие. Я так и не понял, где эти чертовы бочки. Дальше. Невезучий рыбак. Достави к дому рыбака Chevrolet SX 1500. Он где-то здесь на воде стоит. В принципе, изи. Ну, как мне кажется. Цена, правда, такая средненькая. Так, мичиганские испытания. Ну, это нужно будет кататься. Нет. Во, кстати, можно отремонтировать грузовик. Что у него? Движок, коробка и подвеска. Можно попробовать его отремонтировать. И тентовый прицеп. Тут нужен вездеход. Надо закупать вездеход. Так, и, кстати, тут еще стоит грузовичок. Тут нужно ремонтировать вообще все. От движка до колес. И в теории, да. Так нужно просто добраться до него, отремонтировать и потом тпхнуться на базу. По-моему, так. Так, что будем делать, гайс? Доставать International Trendstar 40070 или же ремонтировать грузовик. Ну, грузовик там ни о чем. А вот International... Как тебе там? International Trendstar, вот это уже интереснее вещь. Новый грузовичок. Правда, до него доехать еще надо. Кстати. Стоп, можно отсюда. Короче, да. Давайте новый план. Эвакуация. Новый план. Будем вытаскивать новый грузовик. Так, где там, блядь? На кране поездили сегодня? Поездили. Грузы перевозили. Эвакуация. Жалко, бочки не нашли. Так. Тянуть.
Так, это первый боец. Так, без гараж. Где наш второй боец? Второй боец. Так, теперь что? Заход будет у нас здесь. Потому что здесь слишком долго ехать по этой трясине. Ну, таким же макаром. Все по стандарту. Погнали. Почему 2 взял внедорожника? Потому что у них у одного 300 единиц запчастей, у второго 100 единиц запчастей. Получается в итоге как раз в аккурат 400. Хотя можно было бы прицепить телегу к грузовику к нашему, привезти телегу ремонт с запчастями. Ну, как вариант. Но зачем такие, так сказать, искать легкие пути, когда можно немного усложнить? Идея, надо бы уже отправляться на задания другие. То я побочку выполняю. Так, секунду. У нас основные задачи-то лесопилка, которая находится на островном озере. Тентовый прицеп. Тентовый прицеп здесь находится. И доставить тонный блок и рейку. То есть все отсюда нам надо будет доставлять. Окей, понял. Так что на следующем стриме, наверное, уже будем открывать новую территорию, новую локацию. Вообще охота прокачаться до 11 левела, чтобы было вообще по кайфу. Там откроются плюшечки. $11 литров, охренеть, жрает. Как ему прям тяжело так дается. Может поменяться? Но в пикапе-то движок помощнее. Как-то легче, кстати. Хотя...
Тут 5 литров расход. Вот тут движок другой. Тут дифференциал у меня постоянно подрублен, кстати. Всегда включен. Поэтому не проще. Сегодня, по-моему, супер лайтово было. Никаких происшествий. Все изи. Легко. Наверное, духота еще впереди. На Аляске. Может быть, на Островном озере. Жепа будет. Адская жепа. Для этого мне следует прокачаться. Хотя, в принципе, расход такой же. Где-то 5 литров. Как козы скачет. Вроде и так нагружен всем, а поведение, конечно, такое себе. Вульгарное у него. Так, 100 метров осталось. Ну что ж. Так, тут я, наверное, спущусь по одному. Аккуратненько. Какая тут жишка, а неприятная. Так, ну окей. Теперь шевик.
Шевик нравится больше. Я его хотя бы чувствую. Ой-ой-ой-ой, ты чё это такое? Не гребешь ты меня? Так, отличненько. Так, может поменяться местами? Так, ну что, где ты там? Так, здесь спуск и где-то здесь... Где-то здесь, наверное. Здесь проезд. Блин, все время ночь. Если какие-то эвакуационные работы, все время в ночь попадают. Можно было бы понять на день, но пусть будет ночь. Блин, 30 литров осталось. У этого гаврика. Ай-яй-яй-яй. Ты там не переворачивайся, давай. Так, может пониженный плюс сделать? Ай-яй-яй, твою ж дивизию. Ну, норм. Кстати, норм. Так, оценим обстановочку. Так, так, пока передвинем. Здесь. Здесь. И вот так, что ли? Болото это вот прямо его стихия, идеально идет. Идеально гребет. Еще бы колесики дутыши огромные. Было бы вообще фантастика. Так. Где ты наш, а, красавчик? Так. Где ты, где ты, где ты? А, о, вижу. Железного монстра. Надеюсь, я все правильно просчитал. Не хватит этих ремонтных частей, не придется возвращаться домой. Ну что, старичок, готов к вызволению? Кто ж тебя сюда засадил? Какой безумец. Новая машина. International Transport 40070. О, тут у него такие огромные баки. Круто. Так, что я могу сделать? Так, секундочку. Ремонт. Ну что ж. О, тут всего 50 единиц. Блин, я думал, тут 100. Так, источник. Источник у нас багажник. Так. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Блин, а... Короче, мне не хватает. Ладно. Так, ладно, бак. Или что, колеса, может?
Бак. Все очки потратил на бак, отлично. Так, смогу я потратить на колеса? На колеса потратил, кстати, нормально. Так, багажник. Ну все. Так, отличненько. А интересно, заправить его требуется? Так. Скаут. Интернешнл. Угу. Так, окей. Я не понял, а что я заправил, алё? Пуск нет топлива. Я вообще то заправил, нет? Ощущение, что я что-то не то заправил. Так, секундочку. Заправить? А, я слил со скаута, идиот. Так, малый багажник. Шеви. Скаут. Во, малый верхний багажник. Скаут. Фу, надеюсь, хватит ремонтных частей. Так, источник. 300 единиц. 300 единиц. Запасное колесо. Так, можно... Бам. Так, колеса я отремонтировал. Что касается всего остального... Пум-пум-пум-пум-пум-пум. О, да уж. 180... Так. Так. И 120 на двигатель, что ли, получается? Интересно. А подвеска у нас не ремонтируется. Так, и чё теперь? Присесть. Так, ну, кстати, присесть могу. О! Бам! Все. Этого хватило, чтобы эвакуироваться. Кайф, кайф. Теперь можно это продать. Давайте посмотрим, что за машинка. Так, на стоянку. Так. Что за машинка? Мощность у него. Без одной единицы. Так, 4 тут, ну, примерно так же емкость. Ну, больше емкость. Так, в прошлом одна из популярнейших в США моделей грузовиков с кабиной над двигателем. Мощный двигатель отлично справляется с транспортировкой любых грузов по дорогам с покрытием. Главное не заезжать на бездорожье. Так, ну ладно. Давайте, короче, вывести. Вывести. Вернем наших спасателей. Так, где ты? Скаут. Так, ну, в принципе, подвеску, если не ремонтировать, получается, можно. Без проблем тпхать. Так. Какой же из этих выбрать? Секундочку, сейчас мы это разденем. Стандартный двигатель я повешу сюда. Коробку нет, подвеску. Шинки мы поставим стандартные. Подвеску серийную.
Лебедку. Ставим так, серийную, так. Шнорки пусть будет, полный привод. Задний поставим. Модули кузова. Бортовая платформа. Снять. Так. Ну окей. Разделим. Так, что касается International Trendstar, посмотрим, на что ты способен. Двигатель. Оу, тут можно поставить V-образный 2380. Ого. Зато расход конский. Так, нужно S+, можно. Интересно. Так, ну так, окей. Так, что касается коробки, нет, подвеска. Ух, а вот неприятный удар. Тут нельзя подвеску ставить. Можно мне дорожное поставить, опять же, 39. .39. Ну, где? 39 можно поставить? Даже не сдирая подвеску? Ну окей. Так, что касается идет, что касается подвески. Так. Так. Вот такой же похож. Ну, единственное, тут подвеска, блин. Так. Полный привод. Офигеть. Не, это шляпа, короче. Это полная шляпа. Тут нету ни полного привода, ни дифференциала у этого грузовика. Бесполезный. Бесполезный. Чё? Серьезно? Так, давайте магазин чекнем. International Trends. Так, шоссейники. Шоссейники. Вот он. То есть самый топовый это вот этот Ford. Хотя у него тоже нету. Интересно. А, блин, у этого тоже. Хотя у этого возможен дифференциал, а у этого вообще ничего нет. Ну такое себе. Короче, я его, наверное, продам. Хотя выглядит зачет. Зачетно, но абсолютно мне не нужен. В таком варианте. Давайте 100 кило вгоним. Шины стандартные. Бёрка стандартная. Лицо я не ставил, модули. Снять. Снять. Что у него пол? Не, он абсолютно бесполезен. Он абсолютно бесполезен. Я уверен, его ввели просто, чтобы продать. Так мы и поступим. Просто продать. Надо его загнать на стояночку. Машинки. И продать. Ну, если что, да, вряд ли он не пригодится. 115 тонн. 115 тонн есть. Да, вот эти самые топовые остались. Так, и кстати, там же еще был пикап, мимо которого я проезжал. Вот он.
Что, я его не могу? То ли это эвакуировать? Тоже могу. Так, у него сломана коробка. У него все сломано, ну. Я могу. Chevy SX 1500. То есть то же самое, да? Да. Только это мы можем продать. Бесплатная тачка. Продать. Да. Так, уже 127 косарей. 127 кусков. Я могу себе позволить купить вездеход. Могу продать и Флитстара, и купить вездеход. Так, где он? Злой. Вот, вездеход стоит у нас 82 тонны. 82 тонны стоит. Предпосмотр. Но выглядит это, конечно, ужасно. Так, но зато я могу все поставить на него. Могу и сейсмовибратор, и платформу, и кран поставить. Даже такой кран можно поставить. Можно шнорки поставить. Дифференциал есть. Так, полный привод есть, дифференциал есть. Подвеска, висок. Короче, вообще топовый аппарат. Просто топовый. Но выглядит он как кусок говна. Так, а по модификациям? Клаксон. Бампера. Сетка. Трубы. Ну, короче, стандарт. Всё. Так, ну что? Сейчас я отвлекусь на секундочку. Так, я на месте. Что же сделать-то, а, гайс? Приобрести или в следующей серии приобрести International Paystar 5070? Даже не знаю. Давайте, может, еще какое-нибудь задание выполним. А покупку я совершу уже в следующей серии. Так, каски. Так, ну, эти задачи я буду выполнять. Давайте в следующей серии тоже рванем на остров. Так, и что сейчас сделать? Это я вездеход приобрету. Так. Можно ремонт грузовика сделать. Как вариант. Неплохая задача. Питания нет. Рыбака. Рыбака надо, короче, с помощью вездехода будет проще вытащить. И опасное происшествие, собственно говоря, я не знаю. Почки. Ну, у нас, похоже, остается один вариант. Это ремонт грузовика. Так, ремонтом грузовика я займусь. На чем же я займусь? На этом, наверное. Кран уберу. Так. Вот. Погрузочный кран. Нет, стоп. Снять. Так, может еще поставить? Может быть, сделаем его по брутальнее.
Да. Короче. Сейчас ремонтируем грузовичок, и можно будет на сегодня закончить. А в следующей серии уже займемся покупкой вездехода и переездом на остров. Так, ладно, я, короче, сяду за руль этого аппарата. Вид из кабины вообще божественный. Ощущаешь себя настоящим шофером. Главное не размотаться, блин. Сейчас разгонюсь, блин, и улечу куда-нибудь. Так. Так, грязюка надо видеть собственными глазами. Налегке просто идеальный. Какой потенциал. И... Да. Хотелось бы перебраться куда-нибудь в домик у озера. На лето. Ну, может быть, на 1 месяц. Свежий воздух. Деревенская еда. Купание в речке. Можно было бы рыбачить, но рыбачить я, признаюсь честно, не очень люблю. Не делал этого с детства. У меня не очень получалось рыбачить. Все время какие-то нелепости на рыбалке происходили. То крючок за палец зацепится вместе с червяком. То рыбаки, знаю, погонятся. Ну, не погонятся, а, так сказать, будут которые негодуют от нашей ужасной рыбалки, нашего шума. Да что такое? Зачем ты лицом ударился? Она же не сносит?
нужно легко преодолевать подобные препятствия. Так, секундочку, дружище. Давай не начинай. Кстати, я лебедку поставил подлиннее, по-моему, сюда. Ой-ой-ой-ой. Так, ну что, где там ремонтный? Вот он. Ремонтный блок, ремонтный модуль. Я надеюсь, старикан не против, если я у него подрежу его. Ну все. Так, так, и будем на месте. Что, ребятки, не забывайте ставить лайки, комментировать, подписываться на канал. Вам не сложно, мне приятно. Эх. Да чтоб тебя, ну это же грязь. Может быть, если бампер другой поставить помассивнее, будет попроще? Сцепления мало, как будто бы. Нужно хотя бы было этот кузов нацепить. Опять этот дождь проклятый, а? Вообще пока Делью, да, здесь похоже? На той локации были солнечные деньки, но они были достаточно длинные. И, ну, постоянно, а тут постоянно льет. Который день. На Аляске, наверное, будет постоянно идти снег. Так. Лужа. Интересно, какого-то размера. Так, лебедка у меня. Ты... Нет. Это пониженная... Хотя нет, гребет вроде. Пердит, но гребет. Давай. Давай, папа Джо. Красавчик, а? Отлично. Поручение. Если нужны деньги, то как раз есть работенка. Недавно видел поломный грузовик у заброшенного дома. Буду благодарен, если сможете... В смысле видел грузовик, если он здесь стоит? Алло, блин. Что за задание нелепое? Ну, вернее, не задание, а описание. Ну, супер странно. Я бы написал: эй, братюня, есть возможность отремонтировать грузовик? Все.
Так, стоп. Ремонт. О, 1500 единиц у него. Круто. Так, окей, баг. Движок. Ух ты, 240 единиц потребовалось. Жестко. Ну ладно, подвеска. Есть. Есть. Какой молодец. Принять. Смысл? Секунду. Надо потом как-нибудь этот сервисный прицеп угнать до магазина, продать. Интересно, а я что, могу пересесть в него? Вниз. Подожди, пересесть. Не говорите, что я еще не могу этот грузовик забрать себе. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет, нет. Пересесть. Нет, не могу. Хотя... Нет, я его не могу подрезать. А жаль. Но могу утащить его. Так. Могу просто его наглым образом, да, спереть. Да. Зачем? Когда ложусь спать, ну, где-то через час после стрима, попью чаек и ложусь. Не, а что если его увезти до гаража? Интересно. Да нет, навряд ли можно будет пересесть. Так, ну окей. Ну что ж, ребятушки, мы все выполнили. Ну, что могли. Больше задач я не вижу. Достойных. Как я уже повторюсь, за рекой нет. Здесь нужен скаут и по скалам ездить. Здесь я лучше возьму вездеход. Здесь я не понимаю. Где эти бочки? Где эти бочки? Хз. Так. В следующей серии что нас ожидает? Здесь заблокировано. Скиллривер мы все выполнили. И по Husky Forwarding нам нужно будет доставить на островное озеро. Рейку. Так, как раз тут на... О, как раз я тут прицеп заготовил. Да. Рейку одну. И... Стоп. 2 рейки получается. Нужно доставить. Не понимаю. Доставить купашему... 3 рейки, ё-моё. Аж 3 рейки нужно доставить. 3 единицы. Интересно. Погоди, ты один живешь? Ну, не совсем один, конечно. Тут еще есть люди, так сказать, с которыми я живу. Так, ну что, похоже, надо 3 рейки. Возможно, я смогу погрузить 2 единицы на прицеп, и плюс я закину в кузов. Тогда я смогу за одну ходку даже сделать. Понял. Я не понял, почему грузовик этот отмечен. Что за прикол? Если бы он не был доступен, бы не было... Не понимаю.
Ладно. Загадка. Хотя бы, может, его реально можно утащить и продать. Но это не точно. Так, и как это у нас получается рейки? Так, а с лесопилкой нужно тентовый прицеп и блоки. Тентовый прицеп сверху зацепить придется. 2 единицы блок. И опять же рейку. То есть, опять же мне пригодится низкоранный прицеп с рам. Да. Да. Ну что ж, ребят, похоже, все понятно. Задачи ясны. Так, а на этом все. На этом будем прощаться. До воскресенья. Спасибо, что смотрели. Больше нет сообщений? Да, сообщений больше нет. Спокойной ночи. Кто ложится спать? Кто еще бодрствует? Приятного вечера. Так, сейчас еще запустим. Подаруем подписчику. Бам-бам. Да. И на этом попрощаемся с вами. Удачи и пока.